5 засекреченных мест планеты. Что правительства прячут под землей? Ты сейчас смотришь это видео, а где-то в это же время существуют точки на карте, к которым тебя не подпустят. Никогда, ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах. Не потому, что там что-то сломано, а потому, что там что-то хранится. Один забор, один приказ, один охранник с полномочиями, и тебя больше нет на этой территории. Официально эти объекты либо не существуют вовсе, либо там ведутся плановые работы. Однако спутниковые снимки их фиксируют. Бывшие работники иногда начинают говорить и внезапно исчезают из публичного пространства. А документы, которые каким-то образом попадают в открытый доступ, порождают вопросы, которые годами остаются без ответа. Сегодня разберем 5 таких мест. 5 координат, где государства построили нечто под поверхностью Земли и сделали все возможное, чтобы ты никогда об этом не узнал. Оставайся до финала. 5 место – самое необъяснимое. И официальная история его происхождения разваливается при проверке одним единственным техническим фактом. Почему под землей? Есть вопрос, который почти никто не задает вслух. Зачем вообще строить вглубь? Современные спутники снимают поверхность Земли с разрешением до 25 сантиметров. Все, что находится на поверхности, видно. Любая стройка попадает в объектив. Любая колонна техники фиксируется в режиме реального времени. Под землей – другое дело. Именно поэтому, начиная со второй половины 20 века, правительства по всему миру начали активно уходить вниз. В годы Второй мировой войны Черчилль управлял обороной страны из бункера под улицами Лондона. Сегодня этот объект открыт для экскурсий. Но это лишь то, что решили показать публике. В эпоху Холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты вложили, по секретным оценкам, свыше 150 миллиардов долларов в подземное строительство. Большая часть этих объектов остается засекреченной по сей день. Официальное обоснование всегда было одним и тем же. Военная необходимость, защита от ядерного удара, запасные командные центры. Однако ряд этих сооружений возводился в местах, где подобная логика не работает. В пустынях, в горах, в районах без какого-либо стратегического значения. Вот здесь и начинаются настоящие вопросы. Место 1. База Дулче, Америка, штат Нью-Мексико. Городок Дулче. 3000 жителей, окруженных пустошью и горными хребтами на территории резервации Апачи-Хикарилья. По всем официальным данным, здесь нет ничего примечательного. Весной 1995 года на конференции в Портленде берет слово некий Фил Шнайдер. Он называет себя бывшим инженером-геологом, выполнявшим подряды для федерального правительства. Зал замирает с первых же минут. По его словам, под хребтом Архулета, близ Дулче, расположен многоуровневый подземный комплекс. 7 ярусов. Верхние 2 относительно стандартные. Склады, лаборатории, жилые блоки. Но начиная с 3-го уровня, характер объекта по его описанию резко меняется. Там находится оборудование, которого официально не существует. А то, что скрывается на нижних ярусах, он описывал с нескрываемым трудом. За последующие 8 месяцев Шнайдер выступил публично 17 раз. В январе 1996-го его обнаружили мертвым в собственной квартире. Официальная версия – самоубийство. Только те, кто видел место и обстоятельства смерти, фиксировали детали в эту версию, не укладывающиеся. Признаки борьбы, положение тела и полное отсутствие личных записей, хотя Шнайдер публично упоминал, что ведет подробные дневники. Люди, знавшие его близко, говорили одно и то же. Этот человек не собирался останавливаться. Он планировал продолжать. Район хребта Архулета сегодня закрыт для посещения, без объяснения причин. Место 2. Метро номер 2. Москва. В 1991 году в ходе частичного рассекречивания архивов ЦРУ в одном из аналитических докладов всплыло упоминание объекта под шифром D6. Американская разведка допускала его существование еще с 60-х, но подтвердить не могла. Речь шла о параллельной подземной транспортной сети в Москве, отдельной от публичного метрополитена, глубже, закрытой. В неофициальных кругах ее называют «Метро-2». По сведениям, которые поступали от бывших строителей и военных, система насчитывает 4 линии, глубина прокладки от 50 до 200 метров. Для сравнения, рекордная по глубине станция московской подземки расположена на 84 метрах.
Ветки соединяют Кремль, здание спецслужб на Лубянке, правительственные объекты и как минимум один загородный бункер, предположительно в западном районе Раменки. Официальная позиция российских властей – полное отрицание. Но в 1994 году команда диггеров под руководством Вадима Михайлова проникла в подземные тоннели в центре города. То, что они описали, не вписывалось ни в какие городские коммуникации. Широкие проходы, высокие своды, рельсы нестандартной колеи, вентиляционная система, явно рассчитанная на длительную автономную работу. Михайлов опубликовал отчет. После этого с ним провели беседу. Он никогда не рассказывал, о чем именно говорили, но подземными исследованиями заниматься перестал. Отдельная деталь. Несколько строителей, которые в разные годы работали на плановом обслуживании московской подземки, независимо друг от друга описывали одни и те же вещи: замурованные проемы, двери с незнакомыми замками и негласное правило – не смотреть туда, куда не велели. Место 3. Засекреченная зона Антарктиды. Забудь об Area-51. О ней слишком много написано, и именно поэтому она давно перестала быть по-настоящему загадочной. Есть место, о котором говорят несравнимо меньше, и которое значительно страннее. В 1959 году 12 государств поставили подписи под договором об Антарктиде. Декларируемые цели – мирное освоение континента, научные исследования, запрет военного присутствия. Все звучит разумно. Но в тексте договора есть пункт, который редко обсуждают. Любая независимая экспедиция на континент требует согласования с государствами-участниками. На практике это означает, ни одна частная группа не может исследовать Антарктиду без санкций правительств. В 2016 году НАСА опубликовала тепловые карты антарктического льда, собранные спутником IceSat. На картах зафиксированы аномалии, участки с повышенной температурой под ледяным панцирем в зонах, где по всем имеющимся геологическим данным их быть не должно. Официальное объяснение – геотермальная активность. Однако независимые геологи, проанализировавшие те же данные, обращают внимание – конфигурация аномалий не соответствует ни одному известному типу геотермальных источников. И теперь следующий факт. В ноябре 2016 года, за 2 недели до президентских выборов в США, действующий госсекретарь Джон Керри совершил официальный визит в Антарктиду. Заявленная цель – оценка последствий климатических изменений. Он стал первым и единственным действующим госсекретарем США, побывавшим на этом континенте. Незадолго до него туда летел патриарх Кирилл. До него совместная делегация 12 государств. Что именно они там изучали, не сообщалось ни разу. И последнее. В 2004 году норвежская исследовательская станция зафиксировала из-под антарктического льда повторяющийся ритмичный сигнал. Установить его происхождение не удалось. Отчет засекретили на 5 лет. Когда документ наконец рассекретили, раздел, содержавший анализ природы сигнала, оказался изъят. Место 4. Хранилище. Iron Mountain, Америка. Штат Пенсильвания. 47 километров от Нью-Йорка. С трассы ничего необычного. Несколько въездов в скалу, камера наблюдения, охрана на входе. Официальное название – Iron Mountain. Официальное описание – коммерческое хранилище данных. Здесь держат резервные архивы крупнейших корпораций мира. Среди клиентов более 95% компаний из списка Fortune 500. На первый взгляд, обычный IT-бизнес, до тех пор, пока не начинаешь изучать подробности. Общая площадь подземных помещений свыше 170 тысяч квадратных метров. Это 24 футбольных поля под землей. В известняковой породе на глубине 60 метров, с автономной электростанцией, топливными резервами на 30 суток и системой воздушной фильтрации, спроектированной с расчетом на ядерное заражение атмосферы. Для хранения корпоративных резервных копий такая инфраструктура избыточна, принципиально избыточна. В 2013 году из утечки внутренней документации стало известно: часть подземного комплекса имеет отдельную точку доступа, никак не связанную с основной инфраструктурой объекта. Сотрудники, работающие в главной части хранилища, в этот сектор никогда не заходили и не имеют представления о том, что там находится. Компания не дала по этому поводу ни одного комментария. Среди того, что официально хранится в Iron Mountain, оригинальные записи Билла Гейтса,
резервные архивы Федеральной резервной системы и, согласно журналистскому расследованию 2018 года, документы как минимум 3 американских государственных структур, названия которых не раскрываются. Что именно находится в закрытом секторе, по-прежнему неизвестно. Место 5. Деринкую, Турция. 1963 год. Турецкая провинция Невшехир. Хозяин дома решает переделать подвал и начинает сносить стену. За стеной – тоннель. Он зовет соседей. Берут фонари, идут вниз. Тоннель ветвится. Снова уходят вглубь. Спустя несколько часов люди осознают, они находятся в огромном подземном городе, о котором не знал никто. Это Деринкую. 85 метров в глубину, 18 задокументированных ярусов, более 50 вентиляционных шахт, уходящих вертикально сквозь все уровни, системы водоснабжения с колодцами на каждом горизонте, помещения для содержания животных, зернохранилища, кухни, культовые залы, учебные комнаты. По расчетам исследователей, комплекс смог одновременно принять до 20 тысяч человек. Все это было создано без экскаваторов, армированного бетона и стальных несущих конструкций. Официальная версия – убежище, вырытое для защиты от арабских набегов в 7-8 веках нашей эры. Но эта версия спотыкается об одну деталь, которую не может объяснить. Вентиляционные шахты Деринкую выполнены с точным расчетом угла наклона и сечения для создания устойчивой естественной тяги по принципу термосифона. Это требует понимания аэродинамики, термодинамики и специфики местной геологии. Строители Средневековья, спасавшиеся от набегов, таким комплексом знаний не располагали. Для сравнения, европейские инженеры начали осознанно применять этот принцип в строительстве лишь в XIX веке. Кто в действительности и в какую эпоху создал Деринкую, до сих пор остается открытым вопросом. Нижние ярусы, начиная с 9-го, официально закрыты для изучения. Причина – риск обвала. Однако турецкие геологи, обследовавшие этот район в 2009 году, в частных разговорах говорили иное. Порода там прочная, реального риска обвала нет. Просто кто-то принял решение, что посторонним туда хода нет. Что находится на нижних горизонтах Деринкую, официально неизвестно. Возможно, пустые залы. Но, возможно, именно то, ради чего весь этот город и создавался изначально. Итак, 5 мест, 5 официальных объяснений. Объект в Нью-Мексико, которого официально нет, но человек, публично заговоривший о нем, погиб при обстоятельствах, не укладывающихся ни в какую логику. Параллельная подземная сеть в Москве, которую власти отрицают, но строители независимо друг от друга описывают ее на протяжении 3 десятилетий. Сектор Антарктиды с тепловыми аномалиями и изъятым из отчета сигналом, куда по неясным причинам летят мировые лидеры накануне ключевых политических событий. Подземный комплекс с изолированными секциями, в которые не заходят даже собственные сотрудники объекта. И древний город на 18 уровнях, построенный с инженерными знаниями, которых официально не существовало еще 1000 лет после его создания. В каждом из этих мест есть ровно одна деталь, которая не вписывается в официальную версию. Всего одна. Но этого достаточно, чтобы задать главный вопрос. Что именно скрыто под землей? Технологии, опередившие свое время, артефакты, переписывающие историю, информация, способная изменить все, что мы считаем правдой, или нечто, о существовании чего мы пока даже не можем догадаться. Ответа нет. Пока. Но есть закономерность, которая работает без исключений. Если что-то так тщательно скрывают, значит, оно реально. И значит, оно важно. Пиши в комментариях, какое из 5 мест кажется тебе наиболее необъяснимым, и что, по-твоему, там на самом деле скрывается. И если ты досмотрел до этой точки, ты уже немного другой человек, чем 14 минут назад. Потому что теперь ты понимаешь, карта, которую принято считать полной, на самом деле с белыми пятнами. Подпишись на канал. Здесь разбирают только то, о чем не принято говорить открыто. Каждый выпуск – это информация, которую кто-то очень хотел оставить в тени.